Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой интересный узор, который вяжется в шахматном порядке, состоит из ажурных колосков в сочетании с дорожками из скрещенных лицевых петель. Узор подойдет замечательно к летним вещам, например, как вот эта футболка. Также красиво он будет выглядеть в платье, джемпере, шале, кардигане и многих других интересных проектах. Его можно вязать вот как у меня на образце в шахматном порядке. Также можно просто сделать ажурные, вот так покажу, ажурные дорожки, немножечко, возможно, сократив количество скрещенных петель или же заменив их на жгут 2 на 2 или же другой вид ажурной дорожки. Тоже будет выглядеть очень интересно. Вот так он смотрится, если его вязать снизу вверх. Если же вы предпочитаете вязать изделие от горловины, он будет выглядеть вот таким вот образом. Изнаночная его сторона смотрится вот так. Для вязания этого и подобных узоров подходит практически любая гладкая пряжа. Также будет красиво изделие смотреться из кидмахера, махера и ангоры. Ленточную же пряжу я бы не рекомендовала именно вот в таком исполнении этого рисунка, потому что скрещенные петли на ленточной пряже выглядят не очень интересно. Если же вы будете вязать вот эти ажурные колоски в сочетании с другим каким-нибудь минималистичным ажуром, то можно также пробовать ленточную пряжу. К спицам здесь особой привязки нет, поэтому я рекомендую выбирать спицы, исходя из рекомендаций производителя той пряжи, из которой вы будете вязать изделие. Единственное, что хочу сказать, что скрещенные петли, они не любят очень рыхлого исполнения в гладкой пряже. Если же это пушистые виды пряжи, то, конечно же, в рыхлом исполнении они будут выглядеть тоже изумительно. По своей сложности этот узор очень простой, несмотря на то, что в схеме указан высокий раппорт узора, по своей сути здесь 4 ряда, которые просто повторяются. Схему я составляла, исходя из рисунка, который у меня на образце, и раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора по ширине. По высоте я покажу один раппорт, далее покажу переход, как переходить в шахматный порядок, чтобы вот это все смотрелось красиво и гармонично получались переходы. Потому что высоту раппорта вы можете регулировать сами в зависимости от желаний и какое изделие вы вяжете. Итак, я набрала 19 петель, 16 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Для вязания изделия идет 9 петель симметрии. К примеру, или вот эта часть узора, или вот эта. В зависимости от того, как вы видите в своем изделии. Я же буду провязывать четко раппорт узора, для того, чтобы тем, кто вяжет на слух, было более понятно и четко все выглядело. Первый ряд. Кромочная петля, 1 изнаночная. Далее идет лицевая скрещенная. Лицевые скрещенные петли красиво смотрятся, когда скрещивание по лицевой и по изнаночной стороне идет в одну сторону. Каждый выбирает, как кому удобнее. Я покажу тот способ, который я выбрала для себя. Мне он кажется самым практичным, удобным и быстрым. Вы же пробуете, кому как удобнее. Это не важно, в какую сторону будут скрещиваться петли. Главное, чтобы они смотрели все в одну сторону. Итак, как провязываю я? У меня петли на спице
расположены открыто, то есть вторая дужка смотрит на меня. Скрещенную петлю, когда я провязываю, я меняю расположение петли на классическое, то есть чтобы первая дужка смотрела на меня. И за заднюю стенку вот таким образом я провязываю лицевую скрещенную. То есть у меня идет скрещивание петли влево. Дальше идет изнаночная, вторая лицевая скрещенная, изнаночная, третья лицевая скрещенная, изнаночная петля и четвертая лицевая скрещенная. Дальше идет изнаночная, затем провязывается 3 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Это можно провязывать разными способами. Сейчас я покажу первый способ, это простой, которым чаще всего я и пользуюсь. Если вам так провязывать сложно, я покажу, как их провязывать протяжкой, когда буду вязать в следующий раз 3 вместе. Итак, все 3 петли должны быть расположены на спице классически, то есть первая дужка смотреть на меня при убавлении вправо. Я их поменяла расположение и провязываю вот таким вот образом, подхватывая под третью петлю, продеваю спицу и провязываю одной лицевой петлей. Вот так получаются 3 вместе. Далее идет накид, 1 лицевая, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть развернуты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня. У меня в этом случае петли расположены правильно на спице, и я их провязываю просто вот таким образом. Одной лицевой петлей. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Второй ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные петли, накид на себя, 1 изнаночная петля. И дальше я буду провязывать вот этот квадрат со скрещенными петлями. Идет 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная. Изнаночная у меня расположена на спице классически, то есть первая дужка смотрит на меня. Нить перед работой. За вторую дужку я поддеваю спицей петлю и провязываю скрещенную изнаночную. Вот таким вот образом. Дальше идет лицевая, изнаночная скрещенная. Лицевая, изнаночная скрещенная. Лицевая, изнаночная скрещенная. И петля симметрии лицевая. Кромочная я заканчиваю вязать ряд и перехожу к третьему ряду. Третий, четвертый ряд вяжется намного проще. Итак, третий ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. 1 изнаночная, лицевая скрещенная. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. Изнаночная и последняя лицевая скрещенная петля. Далее идет изнаночная. И вот эти 7 петель я провязываю просто лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, петля симметрии и кромочная. Четвертый ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше идет лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая петля и изнаночная скрещенная.
Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. По сути, это весь узор, который нужно вам запомнить. Далее повторяются эти 4 ряда еще 3 раза. В общей сложности 4 вот таких раппорта в высоту. Далее переходится на такое же вязание, только в шахматном порядке со смещением в пол раппорта. Я провяжу еще один раппорт узора. Я хочу показать второй способ выполнения убавки 3 вместе с наклоном вправо и влево. Итак, кромочная петля, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, последняя лицевая скрещенная и изнаночная. Далее мне нужно сделать убавку 3 вместе с наклоном вправо. Для этого я первую петлю провязываю просто лицевой, неважно каким способом вы вяжете. Вторые 2 размещаю на спице классически. Если вы вяжете классика или по кругу, они у вас уже будут правильно размещены на спице. Возвращаю провязанную петлю на левую спицу и через нее перебрасываю следующие 2 петли поочередно. Первая петля и вторая. Дальше, так как она у меня провязана, я ее просто переношу на правую спицу. Все. Возможно, кому-то будет так удобнее, потому что если вы плотно вяжете или спицы с не очень острыми кончиками, вот такой способ, возможно, будет вам намного удобнее. Далее делаю накид, 1 лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево. 2 первые петли я переношу, они должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. Я переношу их на правую спицу, третью петлю провязываю лицевой и через нее перебрасываю сначала вторую петлю, потом первую, тоже поочередно. Все, петля провязана. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 6-й ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные петли, накид на себя, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая и последняя изнаночная скрещенная. Это я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. У меня это изнаночная скрещенная. 7 и 8 ряд провязываются точно так же, как провязывался 3 и 4 ряд. То есть вот этот квадрат провязывается лицевая, скрещенная, изнаночная, а эти 7 петель провязываются в лицевом ряду лицевыми, в изнаночном изнаночными петлями. Итак, я провязала 8 рядов этого узора. Вы повторяете с 1 по 4 ряд то количество в высоту, которое видите в своем изделии. А я сейчас вам покажу переход от раппорта, от полураппорта к полураппорту, то есть со смещением в половину петель. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжите любым способом этот элемент, каким вам удобнее. Мне простым удобнее, спицы мне позволяют это делать. Далее идет накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И вот здесь вы можете себя проверить, чтобы не ошибиться. Видите, ведущая петля у меня лицевая, то есть я подхватываю все петли, начиная с лицевой петли. И они плавно
переходят вот в этот колосок. Далее идет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и последняя лицевая скрещенная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Второй ряд. Или же по схеме он идет 18. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, 3 петля изнаночная скрещенная, лицевая и последняя изнаночная скрещенная. Далее идет 1 лицевая петля, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные петли, накид на себя и 1 изнаночная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии, здесь это лицевая петля и кромочной. Третий ряд полураппорта этого узора или же 19 по схеме, которую я прикрепила ранее. Итак, кромочная петля, 1 изнаночная, 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Все, я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество, которое нужно для вашего изделия. Я же заканчиваю ряд петлей симметрии, здесь это изнаночная петля, и кромочной. Далее 20 или 4 ряд полураппорта. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, провязываю, как и показывала вам ранее, за вторую дужку. Далее идет 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Ее не очень удобно провязывать, как и лицевую, так и изнаночную скрещенную, но они настолько интересно смотрятся во многих рисунках, что можно немножко и уделить ей времени. Далее идет 1 лицевая и 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. И вторые половину раппорта вы вяжете также на ту высоту, которую видите. Если вы вяжете так, как у меня, то это 4 повторения. Вот такой простой узор мы сегодня с вами связали. Надеюсь, он вам понравился. И этот узор или же элементы какие-то этого узора вы обязательно используете для вязания своей красивой вещи. Всем легких петелек и до встречи на канале!